Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке я вам покажу, как соединять между собой мотивы. Я покажу, как красиво соединить между собой мотивы. Так, а как связать вот эти мотивы, у меня есть подробный мастер-класс на моем канале. Ссылку оставлю в описании под данным роликом. Итак, приступаем. Итак, находим петельку, которая у нас находится на углу. Ну вот, у нас самый уголочек. Мы нашли эту петельку на одном мотиве, да, и на другом. Все, изначально, смотрите, на крючке у нас был, мы начинали с правого. Так, протягиваем наш шнур, формируем воздушную петельку. И теперь по очереди шнур у нас внутри. И теперь по очереди, смотрите, начинали с правого, теперь идем с левого. За полупетлю 1, 2. Мы прокладываем такую строчку, да, и провязываем воздушную петельку. Теперь снова справа. Мы все время двигаемся за полупетлю. Теперь слева, то есть постоянно чередуя наши мотивы. Изначально заходим с правого, потом с левого. Так, теперь отсюда справа, потом слева. Мы таким образом, чередуя, откуда заходить справа или слева, делаем такую красивую строчку, и косичка у нас получается ровная и ложится вот как раз вот между этими петельками. Сейчас покажу, дойду до конца ряда. Так, с какого мы начинали? Вот, право. Все, смотрите, какая получается у нас ровная строчка. Далее, чтобы присоединить два последующих мотива, мы провязываем сначала воздушную петельку. Далее берем наши эти мотивы, тоже находим вот эту петельку и продолжаем вязать таким же способом. Так, тоже чередуя наши мотивы. Вот таким образом провязываем до конца этот ряд, а я еще раз покажу, когда буду прокладывать строчку вот здесь. И еще, чтобы наши мотивы были ровные со всех сторон, у меня есть тоже подробный видеоурок, как я при вязании мотива заканчиваю вязать последнюю петельку, чтобы у меня все стороны были одинаковые и ровные. Ссылку оставлю опять же в описании под роликом. Довяжу сейчас до конца вот это соединение и приступим к соединению вот так вот. Итак, когда мы далее соединяем наши мотивы, соединили с этой стороны, продолжаем соединять поперек, да. Опять же, когда провязываем все петельки наши, точно так же, как я вам показывала, то есть чередуя. Сначала берем полупетлю с одной стороны, потом с другой. И когда мы дошли до серединки, там где была воздушная петелька, петельку снова вытягиваем и провязываем над той воздушной еще одну воздушную петельку. Это чтобы наши мотивы не были стянуты, то есть чтобы они красиво вот так вот соединялись между собой. И далее снова продолжаем нашим методом, как обычно, прокладывать вот такой вот шов. Идеальный шов, петельки немножко вытягивайте, чтобы они у вас не стягивали полотно. Мне этот метод нравится больше всего. Вот таким вот образом
соединяем наши мотивы до конца ряда. Если вам полезен был видеоурок, мастер-класс по вот такому вот соединению мотивов между собой, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!